Привет, я в Kosovo. Это видео будет немножко скомканное, но я расскажу, как я добирался до Косово в конце видео. Погнали! Здравствуйте, подписчики! Еду дальше. Сейчас меня подвезли на Peugeot 79 года. Все, пошел. Сейчас машина проехала, и у мужика как будто была маска, может, лицо обожженное или что. Хорошо не остановились, я бы сел. В общем, я был случайно приглашен на сербскую вечеринку. Попробую что-нибудь заснять, как они отдыхают. Но там уже концовка, все в хлам. Посидела немного с ними. В общем, они уже расходятся. Я смотрю, рабочие уносят уже еду. Просто полные тарелки на кухню. Я подхожу, там говорю, можно что-то с собой забрать? Он говорит, сколько вас? 2, 1 там. Я говорю, ну, наверху живу там. Он мне, в общем, дал немножко хлеба и мяса. Вторая ночь здесь. Пошел попросить какого-нибудь майонеза или что. Вчерашней булочки. Не поняли, говорит, нет майонеза, нет кетчупа, ничего вообще. И дали мне просто в дорогу еды. К сожалению, я не смогу показать город, много дел, но тут очень красиво. Вот у меня появился охранник. красиво,
Но серпантин, я уже иду 3 часа, уже не могу, все. Мусора, конечно, очень много. Вот снимаем последний раз, просто, я не знаю. Из Преполя я добрался там кое-как до черногорской границы, вы видели в видео. И потом я стоял там, никто не берет вообще. И уже было 2 часа дня, это с самого утра я там шел и уже думал, 2 часа осталось до темноты, что делать. Хотя целый день как бы впереди, но по темноте там не пойдешь, там очень узко и фуры летают и опасно. И я там остановился, скамейку наконец-то нашел около границы, и там вода была. Потом вышел какой-то хозяин, подошел его друг, там мы разговорились. Я рассказал ситуацию, он говорит, что типа русский? Он говорил по-русски, я говорю, ну как бы да. Он говорит, в Косово ты не попадешь с русским паспортом, там не любят русских. Я говорю, не, у меня латвийский. Он говорит, ладно, нормально. И потом они ушли, я постоял еще чуть-чуть, он спустился, дал мне 8 евро 40 центов. Говорит, автобус лучше бери, и тогда только так доберешься. Я постоял еще, решил идти, пока еще чуть-чуть светло, потому что выбора мало, там не хотел я что-то оставаться уже. Я еще чуть-чуть прошелся, не помню, взял мне кто-то, не взял. Подошел к какому-то отельчику. Мне эти мужики сказали, что за 5 евро можешь остановиться, что-то мне не верилось. Я спросил, сколько стоит, он 25 показал. Я говорю, у меня нету столько, он потом, 15, я говорю, у меня только 8, типа нет. Стою там, уже темно, все, не знаю, что делать. И подъезжают 2 фуры, опять с машинами груженные, сербы. Я подхожу, спрашиваю, типа, туда едешь? Он говорит, почти. Он сказал, что едет в Подгорицу, но мне там чуть-чуть было по пути. И он говорит, что у меня пауза, там 45 минут я его подождал, мы поехали, там, нормально. Прокатил меня, рассказал, как лучше. Я уже думал ехать в Подгорицу, хотя бы оттуда как-то, может, лучше будет, но там было не по пути все-таки. Потом было еще пару машин. Я пытался там с какими-то людьми стоять, ждать автобус, но подъехала машина. И я говорю, можно ехать, не хочу ждать, поехали, лучше двигаться, не могу уже стоять, просто все время иду, и когда что-то стою, не могу. А когда еще границу пересек черногорскую, так нога уже отваливалась, потому что целый день шел и думал, все, не смогу ходить, но не смогу идти. Один высадил меня, там говорит, автобус или автостоп. Я говорю, давай автостоп, лучше туда. Постоял, никто не берет. Я пошел на автобусную, иду там по мосту,
люди все какие-то такие хмурые, как будто убить хотят, или я не знаю, ну просто какие-то такие серьезные. И иду по мосту и слышу, как железные эти поручни, там пунк, так, как будто железка какая-то. А смотрю внизу, там 4 человека стоит, парня, жгут костер. Я думал, бомжи, ну вроде ребята. И потом мне прилетает в рукав тоже пулька, это, по-моему, пневмо пистолет. Ну, короче, меня стрелять начали уже. И я ускорил шаг, и там просто мост, что им было даже далеко до меня бы. Я дошел на автобусную, мне сказали, через 4 часа в 12 ночи будет автобус. Я думаю, ё-моё, пытался поискать, как мне указатель хоть по автостопить еще 4 часа, потом вернуться или ехать. Поговорил с каким-то там полубандит или кто он там, к полиции на гражданской машине, тоже коррупция какая-то, все тут. Подходил к ним, просто дверь открывает, руку жмет, там что-то они потом куда-то сел, там поехали они. Подхожу к таксистам, нудно, да? Подхожу к таксистам, спрашиваю там ла-ла-ла, они говорят, русский? Так я испугался, я же заикнулся. Типа, русский паспорт? Я говорю, не, Латвия, все, короче, тут напугали меня. Посидел, подождал, потом какой-то тоже полубездомный говорит, типа, ну, а можно в отеле переночевать, там, дождаться автобуса до утра. Я говорю, у меня денег нет, он говорит, я заплачу. В общем, я там кое-как в какой-то, ну, комнате хотя бы под крышей 5 часов там кое-как поспал, потому что просыпался через каждых полчаса. С утра этих 8 евро у меня есть. Спрашиваю автобус через границу пересечь в Косово. 3 евро. Я так, фу, хорошо. Доехал до тоже город. На одной карте Пое называется, на другой Печь, на другой Пец. И как понять, куда идти, говоришь там. Доехал до туда, уже день, там 2 часа ехали, когда и этот бандит сказал, типа, тебя туда наверх там ночью. Я думал, ну куда наверх там, а мы, там даже какой там про автостоп нет речи, там вот по этим фотографиям мы на такую высоту на этом автобусе маленьком добирались. Ужасно. Ну, границу я нормально пересек, черногорцы и косовцы мне поставили почему-то печати, нигде визу надо ставить, и где дети. Не знаю, просто начали ехать по Косово, я смотрю, там мусора дофига, кладбище, люди тоже такие стоят серьезные, здоровые, собаки бегают, дома недостроенные или разрушенные. Я думаю, ё-моё, ну просто. И так думаю, еду в Печь, просто так называется город, Пое, Печь, не знаю. Ну там как бы 2 они или что. Подхожу к автобусу уже, который едет до Призрена, где я сейчас. Спрашиваю, сколько стоит, он говорит, 4 евро. Я так, фу, блин, мне хватает. Сходил в туалет за 30, купил билет за 4 и там подошел, говорю, у меня евро 10, можно булочку какую-то. Мне, короче, сделали гамбургер, там, я говорю, евро, да, я говорю, на, 10, евро 10 бери. Сел тоже, 2 часа ехали, ну и там наконец-то начались не горы хотя бы, а где можно стопить, если что, потому что там в горах вообще невозможно. Там, когда этот маленький автобус обгонял фуры, я думаю, блин, зачем ты обгоняешь? Ну просто там так опасно, поворот сразу рядом. Если кто-то вылетает, все, а у них еще там, ну не знаю, через каждые там 10 километров стоит какая-то надгробная плита, типа кто-то разбился, там позитив. Доехал сюда, посидел в KFC 4 часа, дождался человека и как бы все нормально. Я постирался, помылся. Чуть-чуть поднялось настроение, покушал. Он мне немного дал денег на автобус, потому что я думал, я поеду через Албанию. И когда я сидел, смотрел в KFC дорогу, мне показалось, что в Албании, именно куда я должен был ехать, было землетрясение. Я почитал, там 26 человек погибло, я еще думал, ехал когда по Косово. На каждом почти фонарном столбе в магазине висит албанский флаг, ну типа как дань уважения к людям погибшим. Потом мне сказали, что в 4 часа в Греции там где-то было землетрясение. В общем, спасибо, но у кого я живу, мне сказал, что надо тоже отсюда уезжать, потому что не доверяют этим домам, они плохо сделаны.
коробки, они складываются, если землетрясение. Кстати, в Приполе я там вот такой толчок маленький тоже ощутил, не знаю, или глюк это был, или что. И в итоге я решил как можно быстрее уезжать из Косово, не ехать в Албанию как-то. Вот у меня есть на автобус, сейчас я еду на 2 ночи в Приштин, или Приштина, как бы в столицу Косово. И тогда уже посмотрю, но через Албанию, наверное, не поеду, надо... И главное, мне через Сербию сказали, если ты едешь из Косово обратно в Сербию, то тебя могут не пустить, если ты 10 дней тут не находился. В общем, я не знаю, мне опять надо на ту же... Или рисковать, терять билет, или на границе там меня выбросят, или ехать через Черногорию опять по той же тропе, но только... что через Сербию я там на 2 автобусах добираюсь сразу за ту сумму, которая у меня есть. Как бы я отдохну в автобусе, там посплю, но в автобусе не отдохнешь, но неважно. Или так, так что сейчас... И мне повезло, человек едет в аэропорт сегодня, в Приштину. И так мы сейчас уже едем туда, на 2 ночи, я как сказал. И буду решать уже, как ехать, потому что, ну, эти землетрясения, фотки посмотрел, как-то неохота. Еще тут на 6-м этаже живем, и начнется эти коробки складываться, тут все. Видео не будет больше. Все, тогда постараюсь завтра снять там хотя бы город, как выглядит, потому что тут не было возможности, и там неудачные вечеринки были. Вот, ну все, пока.